Арина Разина. Вячеслав, подскажите, как вы фотографируете свои работы? У меня прям печаль с этим. Акварель живьем гораздо лучше, чем на фото. И так пробую, но все не то. Даже не знаю, как с этим быть. Ну вот если я на выезде где-то, да, и нет возможности хорошей техникой снимать, я снимаю телефоном, но со штатива. Купите на Валберес такой штативчик с креплением, держателем для фотоаппарата. Закрепляйте фотоаппарат и аккуратно нажимайте, тык, чтобы не было никаких шатаний, выстроив предварительно экспозицию, чтобы не было бликов, очень важный момент. То есть смотрите, чтобы, например, ваше произведение, картина, да, была повернута, чтобы вот сюда ничего не отражалось яркое. То есть если я сейчас поверну на там, где светло, это будет сюда рефлексировать, будут какие-то искажения в цвете. Раз. Значит, выберите точку. Просто берете работу свою и смотрите, так ходите, ну, по комнате или, я не знаю, где-то. Так, чтобы вот сзади было темно. Вот очень важный момент. Вот у меня здесь темно, и вот здесь не будет ничего бликовать, если я так поставлю. Значит, крепите работу со штатива, ну, с телефона, да. Если есть уже более серьезные задачи, то посмотрите мое видео 268, как я фотографирую работы, ну, там, в студии, хорошим фотоаппаратом, с длинной оптикой, там все рассказано, как свет ставлю. Эта задача сложная и всегда, ну, сложно выполнимая, поэтому фотографы, которые профессионально снимают, берут хорошие за это деньги, всегда брали. Но это можно самому делать, так что 268. Ну вот на выезде у меня, например, вот этот Canon 200D, он недорогой фотоаппарат, но снимает очень хорошо и видео, и фото. Естественно, тоже со штатива. Ну, желательно с хорошей оптикой. А Дагри продавать воздух – это какое-то шарлатанство. Но если покупатели на это есть, кто покупает воздух, значит мир сошел с ума. Кстати, банан, приклеенный скотчем из той же оперы. Ну да, так его хоть съесть можно. Ну, пока он не подвял, да. Может, как-то его там каким-то составом покрыли, чтобы он не вял. Или провели систему какого-то кондиционирования, пропитки там, ну, как дедушку Ленина же пропитывают, чтобы он выглядел хорошо. Вопрос к вам такой. А считаете ли вы черный квадрат Малевича искусством или королевский красный и синий Марка Ротко? Я ничего в этом не понимаю. Я понимаю, что это был какой-то такая акция, что этот квадрат черный был повешен на выставке, не помню в каком году, 1907, я не знаю, ну поправьте меня, в красном углу, где обычно висят иконы, и вместо этого был повешен этот черный квадрат, поэтому тут там много наверняка смыслов и подсмыслов, все это хорошо понимают. Но что такое искусство? Это вечный вопрос. Если это волнует хотя бы одного человека, хотя бы одного, вы представляете, это можно считать произведением искусства. Я имею в виду, конечно, кроме художника. Раз художник это выставляет, значит его точно волнует. Но есть еще желание показать что-то миру, сказать, заработать, если получится. То есть, если еще кого-то это трогает, то да. Что касается меня, ваш вопрос, меня трогает ли нет, абсолютно ничего не трогает из перечисленного. Я очень разборчив, но это же субъективное дело, я отношу это к себе, да, вот эту разборчивость. И прощаю другим. Не то, что прощаю, я понимаю, чем люди дышат или дышали, создавая то или иное произведение. Ну, я с уважением отношусь к каждому художнику, кто что-то делает своими руками и показывает это. Естественно, всегда хочется видеть то, что тебя поднимает выше, но есть часто ты видишь то, что тебя опускает. Ну, просто прохожу мимо, все очень просто. Сергей Копченков, чем нарисовано? Не подскажете? Это о рисунках Фешина. Фешин рисовал углем. Причем в его времена не продавался еще, не делали
прессованный уголь, как я понимаю. А был уголь такой из какого-то тростника, как мелкие такие палочки. Это на грани невозможно вообще. То есть он, значит, плоскостью угля, ну вот представим, что это палочка угольная, да? Плоскостью вот это вот, держа вот так, делал большие заливки, да, закрасы такие. А нажимая кончиком угля, ну это уже карандаш графитовый, вот этим кончиком, значит, делал тонкие линии. Я так пробовал этой палочкой, это просто невероятно сложно. Сейчас разработаны графитовые карандаши, полностью графит. Лучше покупать помягче, 8B. Ну, по-моему, мягче 8B не бывает. Ну, 8 хорошо. Вот, и плоскостью карандаша мы скоро будем рисовать с вами, я все обещаю. Ну вот, еще раз обещаю. Плоскостью карандаша вы рисуете, ну вот, например, поверхность, да? Вы рисуете массу большую. О, видите, как он закрашивает? А этим надавливая, делаете контур. И очень удобно держать вот в руке и рисовать. Фешн рисовал такие вещи удивительные углем. Алена Колчанка. Скажите, пожалуйста, в среднем сколько времени в день вы посвящаете живописи? И случается ли модное слово прокрастинация? Ну, это когда ты откладываешь, в общем, проблемы с этим. Смотрю все ваши видео, благодарю вас за то, что делитесь с нами. Я доверяю, Алена, себе, своим ощущениям. Иногда ничего не делаю. Просто отдыхаю, наблюдаю, смотрю, могу что-то порисовать, эскизы какие-то поделать. Вот так, что прям вот так вот с утра до ночи, нет, такого нет. Но с вами общаюсь, это что же время занимает. Или уроки делаю для вас. Бывает так, что откладываю, но не потому, что я не хочу делать, а потому что есть внутреннее ощущение незрелости. Вот как будто плод не дозрел. Вот слива висит, зеленая еще, а какая-то красная на одном и том же дереве. Интересно, да? Корни питают одинаково, а один плод зрелый, другой нет. Ну, то есть внутреннее ощущение зрелости. Ты как жаришь яичницу, варишь яйцо. Кто-то минуту варит, кто-то 3. А кто-то сырые прям вообще глотает, и нормально. А кто-то желток откладывает. Тут все индивидуально, поэтому нормально, если что-то откладывается. Случайностей в нашей природе не бывает. Все происходит вовремя. Если поливать вот этот огород, значит, что-то там вырастет. Если не поливать, то ничего. Поэтому школа моя онлайн – это как раз полив. Такой вот орошение, система орошения. Присоединяйтесь к ней. Вы только взгляните, зайдите на сайт, сколько я всего для вас понаделал. Так что не брезгуйте. Я буду только счастлив вам помочь, потому что все это для вас. Гала Грим. Слава, если человек не рисует, но все это очень любит, каким бочком ему пристроиться к вашей тусовке? Так вы же уже пристроены. Может, есть какие-то специальности, чтобы быть рядом с художником? Краски растирать сейчас уже не нужно, и быть им полезными. Но специальности, наверное, есть. Можно рядом с галереями быть, например. Или все же это закрытый клуб для избранных? Да каждый сам по себе, мне кажется, работает. Ну вот представляете, я пишу картину в мастерской, да? И вот что вы можете, чем быть для меня полезным? Просто сидеть рядом. Или человек сочиняет, например, поэзию какую-нибудь. Он может просто вот болтаться, шляться, смотреть в небо, думать, просто молчать. Тут такое дело творческое. Там, роман пишет. Ну, конечно, если человек роман пишет, наверное, ему нужна была Достоевскому машинистка. Она шлепала, он только диктовал, успевал. Но, а сейчас, я думаю, романы пишут люди вот на компьютере, сидят и пишут себе. В этом прелесть, что ты наедине с холстом, со своими размышлениями. И нет особенно... Ты не хочешь на работу, ты не связан с каким-то обязательством. Ты делаешь то, что считаешь нужным сказать, написать. И
Это может занять много времени, может мало. Никто ж тебя не гонит. Гала, я предлагаю вам просто объединяться с теми, кто пишет на пленэрах, например. Вместе с подружкой поехали, выйдем во двор 5 метров, попишем вместе. Вместе веселее. Даже если вы в тишине работаете друг от друга в 10 метрах, все равно есть какая-то компания, можно потом чайку попить, как-то разделить свои радости и огорчения. Марина, 6043, как же мне это знакомо, пишешь, думаешь, какое же уродство, а люди смотрят, восхищаются, говорят, талант. Ну, есть такие, которые подходят и говорят, что тут же нет. Один ко мне подошел, я писал в Гурзуфе в прошлом или позапрошлом году. Он говорит, что ты, говорит, там же нет такого, что ты пишешь, что ты тут рисуешь. Я говорю, ну, у меня есть мантра такая, да я вот только учусь пока что, ну ладно, и уважение сразу. Ну, естественно, сразу он начинает объяснять, как нужно писать, как правильно, и что там вот не то, что ты нарисовал. Ну, те, кто говорят талант, значит, они так не могут. Но вы-то лучше знаете, что у вас талантливо, высокое произведение, а что не очень. Поэтому, ложь и клевету приемли равнодушно, и не оспаривая глупца. Поэтому, мы с вами лучше знаем, какие ставим задачи каждый раз и как их выполняем. Удалось, не удалось, это только нам решать. Никто, гоните всех подсказчиков, даже близких. Никто лучше вас не знает, что надо, потому что ваш опыт всегда уникален. Уникально такого нет. Один такой опыт. Один человек такой на планете, который так делает, как вы. Вы представляете себе? Поэтому не сдаваться, планку держать в самую высокую и показывать работы только те, которые вам очень нравятся. Прошу вас, задавайте вопросы, не стесняйтесь, комментируйте. Ссылки прямо под видео на мой сайт. И там вы можете работы посмотреть мои, зайти в школу, познакомиться с ближайшими мастер-классами, куда я вас приглашаю. Заходите на сайт. Будем друзьями. Вы сейчас можете, друзья, посмотреть еще одно кино. Называется «Простота в картине». Очень актуальное. Ну, пока.